Учение Елены Петровны Блаватской о чакрах или центрах силы существенно отличается от того популярного упрощенного образа, который сегодня тиражируется в литературе по Нью-Эйджу и йоге. Для Блаватской, основательницы современного теософского движения, чакры не были просто цветными воронками для медитации. Они представляли собой сложнейшие оккультные узлы, связывающие физическое тело человека с его тонкими принципами, планетарными силами и всей иерархией космоса. Ниже представлен подробный разбор ее взглядов, основанный на тайной доктрине, голосе безмолвия и прежде всего на ее закрытых инструкциях для эзотерической секции. Терминология и осторожность. Прежде всего стоит отметить, что в своих публичных трудах Блаватская использовала термин «чакра» довольно редко. Она предпочитала говорить о центрах, Laya Centers, ганглиях или фокусах силы. Это было связано с ее нежеланием давать профанам ключи к практикам, которые могли бы разрушить психику или физическое здоровье. Блаватская категорически предостерегала от попыток искусственной активации чакр, например, через задержки дыхания или концентрацию на нижних центрах. Она разделяла хатха-йогу, которую считала опасной и чисто физиологической, и раджа-йогу, путь духовного и этического развития. С ее точки зрения, чакры должны пробуждаться естественно, как результат очищения мысли и служения человечеству, а не механических упражнений. 2. 7 принципов и 7 центров. Антропология Блаватской строится на семеричности. Каждый центр в теле человека соответствует одному из 7 принципов – атма, будхи, манас и так далее, одному из 7 планов бытия и одной из 7 священных планет. Согласно ее эзотерическим инструкциям, основные центры связаны с нервными сплетениями и эндокринными железами, но они не тождественны им. Они являются дверями, через которые сознание переходит из одного состояния в другое. Главные центры в системе Блаватской. В отличие от современных систем, где внимание часто распределено равномерно, Блаватская выделяла 3 ключевых духовных центра, расположенных в голове и сердце. А. Сердце, анахата, хридайя. Для Блаватской сердце – это самый важный орган. Это не просто насос, а обитель высшего «я», атма-будхи. Она писала, что сердце – это первый орган, который начинает жить в эмбрионе, и последний, который умирает. Это центр духовного сознания. В то время как брейн является инструментом рассудочного земного разума, низшего манаса, сердце является порталом к прямой интуиции и вселенскому состраданию. Б. Эпифиз, шишковидная железа, сахасрара. Блаватская была одной из первых, кто в западном оккультизме подробно описал духовную роль шишковидной железы. Она называла ее «глазом Шивы» или «третьим глазом». Согласно тайной доктрине, в глубокой древности этот орган был активен и служил органом духовного зрения, но по мере погружения человечества в материю он атрофировался. Задача адепта – оживить этот спящий глаз. Когда энергия кундалини достигает эпифиза, человек обретает способность видеть невидимые миры и постигать суть вещей без помощи логики. В. Гипофиз, питуитарная железа. Этот центр тесно связан с эпифизом. Блаватская описывала взаимодействие между ними как электромагнитную дугу. Гипофиз является фокусом психической энергии и воли. Когда вибрации гипофиза синхронизируются с вибрациями шишковидной железы, происходит возгорание, момент просветления. 4. Кундалини, змеиная сила. Блаватская описывала кундалини как электрическую, огненную оккультную энергию или фахатическую силу. Это первичная энергия, которая покоится в нижнем центре, муладхаре. Она называла ее мировым духом, который может быть как созидательным, так и разрушительным. В своих трудах подчеркивается, что кундалини – это не просто энергия в позвоночнике, а проявление фахата, космического электричества в микрокосме. Если человек пытается поднять эту силу, имея нечистые помыслы или эгоистичные желания, это ведет к черной магии или безумию. Путь вверх лежит через строжайшую дисциплину. 5. Соответствие татвам и звукам. Блаватская связывала центры с 5 и потенциально 7 татвами, состояниями космической материи.
Акаша, эфир, соответствует горловому центру, вишудха. Ваю, воздух, соответствует сердцу. Теджас, огонь, соответствует солнечному сплетению. Апас, вода, соответствует сакральному центру. Притхиви, земля, соответствует основанию позвоночника. Каждый центр резонирует с определенным звуком или мантрой, но Блаватская указывала, что истинные эзотерические цвета отличаются от тех, которые обычно приписываются чакрам в экзотерических индуистских текстах. Например, она часто связывала высшие центры с невидимыми цветами спектра. 6. Нижние versus высшие центры. Особое внимание Блаватская уделяла опасности концентрации центров ниже пупка. Солнечное сплетение, манипура, она называла брейном животной жизни. Это центр комического, желающего начала. Большинство медиумов и экстрасенсов, по ее мнению, работают именно через это сплетение, получая доступ лишь к астральной тине, а не к истинному духовному свету. Истинный путь теософии – это перенос фокуса сознания из нижних центров, животных страстей и личного «я» в высшие центры – сердце и голову. 7. Скрытая природа чакр. Блаватская утверждала, что чакры – это не просто органы внутри эфирного тела, а точки соприкосновения с Laya Centers, точками безразличия. Это метафизические нулевые точки, через которые энергия из высших измерений втекает в наш трехмерный мир. Таким образом, человек через свою систему чакр буквально вписан в геометрию Вселенной. В антропогенезисе она указывает, что развитие центров идет параллельно с эволюцией человеческих рас. В нашей пятой коренной расе человечество развивает интеллект, манас, что связано с активацией горлового и головных центров. Шестая раса будет связана с полным пробуждением третьего глаза. 8. Отличие от Чарльза Ледбетера. Важно понимать исторический контекст. Популярная сегодня система, 7 чакр с радужными цветами, красный, оранжевый, желтый и так далее, была популяризирована позже, Чарльзом Ледбетером в его книге «Чакры» 2019. Блаватская умерла в 1891 году, и ее схема была гораздо более сложной, менее наглядной и более физиологичной в плане связи с железами внутренней слизи. Она критиковала любые попытки упростить оккультистскую анатомию до уровня раскраски. Резюмируя взгляды Блаватской на чакры, можно выделить 3 главных тезиса. 1. Интегральность. Чакры – это не автономные органы, а отражение космических иерархий внутри человека. Каждая чакра – это связь с определенной планетой и ее разумом. 2. Этический приоритет. Нельзя работать с чакрами, не очистив характер. Без альтруизма пробуждение центров ведет к левому пути – черной магии. 3. Центростремительность сердца. Сердце является солнцем человеческой системы. Все остальные центры должны быть подчинены духовному свету анахаты, где обитает безмолвный наблюдатель. Для Блаватской знание о чакрах было частью гуптавидии, тайной науки, инструментом для основного освобождения духа из плена материи, а не средством для обретения психических способностей или укрепления здоровья. Чакры – это ступени лестницы, ведущие к золотому цветку просветления, где человеческое сознание сливается с универсальным разумом.